Идеальная шапка боснийской вязкой – миф или реальность? Боснийская вязка или резинка 1 на 1 действительно создает плотное и упругое полотно крючком, которое идеально подходит для теплых шапок. Этот вид вязания имитирует работу спиц, придавая изделию аккуратный и стильный вид. Вяжется она поперечными рядами, после чего полотно сшивается в трубу. Однако проблема часто возникает со швом. Многие выполняют его крючком, и он не всегда получается достаточно аккуратным. Да, есть способы сделать шов почти незаметным, один из которых я уже показывала в предыдущем видео. Ссылка будет в описании. Но такой вариант идеален лишь с одной стороны, а шапки с отворотом требуют идеальности с обеих сторон. Но я изобрела способ, как сделать этот шов абсолютно незаметным и с лицевой, и с изнаночной стороны. Этот метод я уже применяла в своих шапках, и результат всегда получается аккуратным. В моих изделиях невозможно определить, где лицевая сторона, а где изнанка, где перед, а где зад. Это является их главным преимуществом и, возможно, единственным недостатком. Если хотите научиться этому методу и вязать такие же шапки, все полезные ссылки на мои мастер-классы будут в описании. А в этом видео я подробно расскажу и покажу, как выполнить этот шов на небольшом образце. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать. Для этого лайфхака мне потребуется основная пряжа, которой я буду вязать основной образец, небольшой отрезок вспомогательной контрастной нитки. Это я буду делать набор, крючок, у меня 3 мм, это Knit Pro Milo, и иголка для сшивания. Этот лайфхак выполняется иголкой. Беру контрастную нить и крючок и набираю цепочку из воздушных петель контрастной ниткой. Раз, два, 25. Я набрала 25 петель и дальше перехожу на вязание основной нитью. Итак, первый ряд основным цветом. Каждый ряд в этом узоре начинается с воздушной петли подъема. Делаю воздушную петлю подъема, это получается 1. И дальше вкалываю крючок во второе звено от крючка. То есть раз, два. Вот оно, второе розовое звено. Вкалываю крючок за дальнюю дужку, подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. И считаю 1 в следующую точку за дальнюю дужку. 2 в следующую точку. 3. Работаю так до конца ряда. Число соединительных петель должно быть равно, оно и будет равно, числу воздушных петель в наборной цепочке. 24 и 25. Первый ряд на этом закончен. Все ряды остальные будут вязаться точно так же. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка, раз, два, вкалываю крючок за дальнюю дужку, вывожу петлю и делаю соединительную петлю. Раз. В следующую точку вкалываю за дальнюю дужку, вывожу петлю и делаю соединительную петлю. 2. 3. 4. Работаю так до конца ряда. Здесь снова будет 25 соединительных петель. Точно так же, как и в предыдущем ряду. Последняя 25-я соединительная петля в этом ряду должна прийти точно в серую петлю. В первую серую петлю. Вот она, 25. И снова воздушная петля подъема, поворот за дальнюю дужку. Работаю так до конца ряда. Образец я закончила, и дальше я буду его сшивать. Закончить образец нужно в том ряду, когда рабочая нитка оказывается в противоположном углу от начальной рабочей нитки, да? То есть вот они лежат по диагонали. Это важно, это принципиально. Хвостик оставляю длинный, достаточно для того, чтобы сшить эту деталь. Кладу деталь вот так, открытая петля в правом верхнем углу и вот наборный хвостик начальный в левом нижнем углу. Складываю деталь дальше в трубу пополам. Итак, сначала замыкаю вот эту открытую рабочую петлю, просто вставляю в нее иголку с ниткой и затягиваю. Не сильно, она будет
играть роль первой воздушной петли, которая была в начале каждого ряда. И дальше смотрю на контрастную нить, на розовую контрастную нить, как она проходит. Вот она заходит в полотно, и вот она выходит из полотна. Да? Вот смотрите, на изнанке она подхватывает вот эту вот перемычку от первого серого ряда. И я точно так же иголкой захожу в полотно и выхожу. Именно для этого эта контрастная нитка тут и нужна. Она просто будет подсказкой, а по итогу я ее удалю и подтягиваю. Подтягиваю. Здесь возвращаю иголку в ту петлю, которая играла роль воздушной петли. Вот так. Тоже все подтягиваю. Теперь в кромочную и в только что созданную петлю на предыдущем шаге. Вот так. И снова смотрю, как проходит розовая нитка. Вот она заходит, вот она выходит. Подтягиваю. И опять в петлю и в кромочную предыдущего шага. И все опять подтягиваю. И опять в кромочную и в петлю. Вот она. И снова цепляю 2 ниточки. Так. В петлю, в кромочную. И в кромочную и в петлю. И вот уже смотрите, видно, да, получается такой шов. Вот это получается внешняя сторона. Он абсолютно сливается с вязанием, он и есть само вязание. И с изнанки происходит то же самое. После я удалю контрастную нитку, и вы в этом тоже убедитесь. Снова цепляю ниточки. Вот так. В петлю, в кромочную. И опять в кромочную, в петлю и подтягиваю. Цепляю 2 ниточки и опять в петлю, в кромочную кромочную в петлю и подтягиваю. И снова цепляю. В петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. Цепляю 2 ниточки. В петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. Здесь можно, конечно, работать без контрастной нити и проложить этот же самый шов, но, честно, работать тогда становится в несколько раз сложнее, и поэтому меня всегда когда спрашивают: ой, контрастные нити, как я их не люблю. Ну, лучше один раз в начале потрудиться, не полениться, проложить контрастные нити, чем потом в конце выискивать все эти перемычки, за которые нужно подцепить иголку для того, чтобы сделать этот шов. В общем, вяжу так, точнее не вяжу уже, да, а шью так до конца ряда, и там я вам покажу, что делать дальше. Дошиваю буквально последние стежки. Так. У меня уже совсем короткий хвостик. Так, и вот последний стежок, последняя кромочная петля. Так. Здесь цепляю последние 2 ниточки. Вот они. Так. И возвращаю иголку в петлю, в
кромочную. Так. И вытаскиваю. Все, шов готов. Хвостики можно просто связать на узел. Так. Так. И если вы обратите внимание на ту конструкцию, которую образуют эти связанные хвостики, то вот она, вот смотрите, была воздушная петля подъема у одного из связанных рядов, а это получается точно так же, только воздушная петля подъема у сшитого ряда. Просто на ней теперь еще и узел красуется. Выворачиваю на другую сторону и аккуратно, шаг за шагом, удаляю контрастную нитку. Если вы все сделали по моей инструкции, все сделали так, как я показала, то не бойтесь ничего удалять, здесь ничего не распустится. Смотрите, я убираю нитку, и мой шов сливается с любым другим вязаным рядом. Что с лицевой стороны, что с другой, тоже лицевой стороны. Все, контрастную нитку удалила, вот он шов, вот здесь вот он проходит. И другая сторона. Здесь тоже все красиво, все идеально, вот она, все незаметно. У меня уже связано таким приемом множество шапок. Шапки действительно двусторонние. Отлично он подходит для шапок с отворотом, потому что в отворотах, в таких шапках с отворотом, что одна сторона, что вторая, они обе появляются рано или поздно на лице. И тут важно сделать именно двусторонний идеальный шов. Вот видите? Если будете делать шапку с отворотом, то все тоже отлично подойдет. Надеюсь, что вам понравится это видео, что оно будет для вас полезно. Заранее спасибо за ваш лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.